В декабре 2025 года мир искусства содрогнулся. В Лондоне с молотка ушло произведение, цена которого превысила стоимость элитных пентхаусов и частных самолетов. Перед вами зимнее яйцо фирмы Fabergé. Почему анонимный коллекционер отдал за него 30 миллионов долларов? И какой секрет скрыт внутри этого ледяного шедевра? Сегодня мы разберем историю самой дорогой пасхалки в истории. 1913 год. Россия празднует 300-летие дома Романовых. Николай II заказывает подарок для своей матери. Но мало кто знает, что за этим мужским заказом стоял гений женщины. Дизайнером выступила Альма Пиль. Она вдохновилась и инеем на стекле своей мастерской. В мире, где Fabergé ассоциировался с золотом и эмалью, она предложила нечто радикальное – лед. Посмотрите внимательно. Это не стекло, это цельный кусок горного хрусталя. Малейшая ошибка мастера, прирезки и месяцы работы в мусор. Чтобы создать эффект измороси, изнутри хрусталь покрыли тончайшей гравировкой. Снаружи платиновая решетка, в которую вручную вставлены 4508 бриллиантов. Общий вес драгоценных камней поражает, но главное здесь свет. Яйцо кажется живым, будто оно вот-вот растает в руках. Fabergé никогда не делал просто оболочку. Сюрприз зимнего яйца – это надежда. Внутри ледяного панциря скрыта платиновая корзинка с подснежниками. Цветы вырезаны из белого кварца, а листья из нефрита. В 1913 году это был символ того, что после самой суровой зимы всегда приходит весна. Иронично, учитывая, что через 4 года империя рухнула. Судьба этого яйца детективна. Оно исчезало, переходило из рук в руки, долгое время хранилось в коллекции эмиров Катара. И вот, декабрь 2025-го, стартовая цена была высокой. Но финал превзошел все ожидания. 30 миллионов долларов. Это не просто цена за камни, это цена за абсолютную редкость. Эта рекордная цена сделала яйцо самым дорогим произведением Fabergé, когда-либо проданным на аукционе. Таких яиц в частных руках остались единицы. Как вы считаете, оправдана ли такая цена за предмет, который просто стоит на полке коллекционера? Или искусство такого уровня бесценно? Пишите ваше мнение в комментариях, мне очень интересно обсудить это с вами. Но не переключайтесь, это еще не все. Мы с вами рассмотрим еще несколько уникальных произведений Fabergé. В 1913 год Николай II преподнес и второй подарок, уже для своей жены. Яйцо 300-летия. Это яйцо было полной противоположностью. Его главный сюрприз – это 18 миниатюрных портретов всех русских царей и императоров династии Романовых. От Михаила Федоровича, основателя, до самого Николая. Портреты выполнены на кости, а рамки для них сделаны из бриллиантов. Сверху и снизу яйцо украшено двуглавыми орлами, инкрустированными бриллиантами. Но самое необычное в этом яйце его подставка. Яйцо держится на спине трехглавого орла, который стоит на красном эмалевом основании. Это красный цвет, цвет герба Москвы. Орел держит в лапах скипетр и державу. После революции яйцо попало в руки большевиков и было одним из тех, которые советское правительство распродало за бесценок. Оно сменило нескольких частных владельцев в США, и только в 2004 году оно было выкуплено и вернулось в Россию. Сегодня оно хранится в оружейной палате Московского Кремля. Яйцо коронационное. Если зимнее – это ода природе, то коронационное 1897 года – это ода имперскому величию. Внутри него скрыта точная копия кареты, на которой ехали на коронацию Николай и Александра. Поразительно, колеса крутятся, дверцы открываются, а внутри даже есть крошечная складная подножка. Мастер работал над этой каретой 15 месяцев. Оно находится в Санкт-Петербурге в музее Fabergé во дворце Шуваловых и является частью знаменитой коллекции Виктора Вексельберга, который в 2004 году выкупил большую часть коллекции Малькольма Форбса задолго до аукциона Кристис, чтобы вернуть шедевры в Россию. Сейчас это, пожалуй, самое известное и узнаваемое яйцо в этом музее. Но Fabergé – это не всегда бриллианты. В разгар Первой мировой войны в 1916 году было создано стальное яйцо. Никакого золота, только сталь и медь. Оно стоит на 4 артиллерийских снарядах.
Внутри мольберт с картиной, изображающей визит императора на фронт. Это символ того, что даже в самые тяжелые времена искусство находит место. Это яйцо хранится в Москве, в оружейной палате Московского Кремля. Это одно из немногих яиц, которые никогда не покидали Россию после революции. А началось все в 1885 году с подарка Александра III своей жене. С виду обычное белое яйцо, но внутри матрешка из драгоценностей. Золотой желток, в нем золотая курица, а в ней копия императорской короны. Именно этот восторг императрицы положил начало традиции, которая длилась 32 года. Это яйцо также находится в Санкт-Петербурге в музее Фаберже, в той же коллекции Вексельберга, что и коронационная. Всего было создано около 50 императорских яиц. До наших дней дошло чуть больше 40. Некоторые из них стоят в музеях за пуленепробиваемыми стеклами, а некоторые, как зимние, продолжают менять владельцев на закрытых торгах. Общая стоимость всех сохранившихся яиц сегодня превышает $1 миллиард. Мир Фаберже – это история о том, как ювелир стал летописцем целой империи. Какое из этих яиц впечатлило вас больше всего? Холодный хрусталь зимнего или стальной блеск военного? Жду от вас в комментариях, ставьте лайк, если любите такие исторические расследования. С вами был Влад Айзен, и до встречи в следующем видео.